Рада приветствовать всех любителей вязания. Сегодня хочу показать вам шахматку с полупатентной резинкой. В исполнении узор очень простой, а смотрится эффектно во многих плечевых и не только изделиях. С ней можно связать жилет, такой, как вы видите, к примеру, на экране. Также получится очень роскошный свитер, палантин теплый, комплект шарф вместе с шапочкой и много других изделий. Вот так узор выглядит при вязании снизу вверх. У него ровный и нижний срез, и боковые. Если же вы вяжете изделие от горловины, рисунок будет ложиться практически точно так же. Отличие глазу будет незаметно. Изнаночная его сторона выглядит вот таким вот образом. Для вязания такого узора подойдет пряжа разной толщины, также разной фактуры. Спицы к этому узору нужно подбирать, исходя из рекомендаций производителя данной пряжи, из которой вы будете вязать изделие, и учитывая, конечно же, плотность вашего вязания. Такие рисунки смотрятся очень красиво как в достаточно плотном исполнении, так же и в рыхлом. Раппорт данного узора составляет 18 петель в ширину и 16 рядов в высоту. Вместе с вами я буду провязывать один раппорт узора, поэтому я набрала 20 петель. 18 это раппорт узора и 2 кромочные петли. Этот узор петель симметрии не имеет. Если же вы будете вязать изделие и, к примеру, палантин, и хотите, чтобы он выглядел симметрично с обеих сторон, тогда нужно прибавить 9 петель симметрии, то есть половинку раппорта. И тогда у вас в начале и в конце узор будет начинаться и заканчиваться одинаково. Итак, давайте начнем. Первый ряд. Кромочную я переснимаю и сразу начинаю вязать раппорт узора. Хочу обратить ваше внимание, что полупатентная резинка в данном рисунке используется изнаночная ее сторона. Итак, 2 лицевые петли. В лицевом ряду я провязываю 5 петель резинкой 1 на 1. 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная петля, 1 лицевая и 1 изнаночная. Далее идет 4 лицевые петли. 3, 4. И вновь провязываю 5 петель резинкой 1 на 1. Первая изнаночная петля, далее лицевая, изнаночная, еще раз лицевая и изнаночная. Затем 2 лицевые петли. На этом я закончила вязать раппорт узора. Вы вяжете то количество раппортов, которое нужно вам для изделия. Поворотные ряды заканчиваете кромочной петлей, так как я. Если же вы вяжете по кругу, то кромочных петель, соответственно, у вас не будет. Итак, я провязала первый ряд. Далее провязываем второй ряд, где будем формировать вот эту резинку. Кромочную я переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. 2 изнаночные петли. Далее у меня идет 5 петель резинки. Лицевую петлю я провязывать буду лицевой только на 1 петельку ниже, нежели у меня на спицах. То есть вот здесь я продеваю спицу и вытаскиваю лицевую петлю. Вот таким образом. Изнаночную я провязываю изнаночной. Следующая лицевая, я ее провязываю не как обычно, а на 1 ряд ниже. Вот таким образом провязывается эта резинка. Далее идет 4 изнаночные петли, 2, 3, 4 и вновь 5 петель резинки. Я провязываю лицевую на 1 петлю ниже, изнаночную,
1 изнаночная и вновь лицевую на 1 ниже и ряд заканчиваю 2 изнаночными петлями и кромочной. Третий ряд продолжаю формировать шахматку. Кромочную я переснимаю и начинаю вязать сам раппорт узора. 2 лицевые петли, 5 петель резинкой 1 на 1, начиная с изнаночной. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Далее 2 лицевые петли и 9 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Я закончила провязывать раппорт узора. Ряд заканчиваю кромочной петлей. Четвертый ряд. Кромочную я ее переснимаю и сразу начинаю вязать раппорт узора. 9 лицевых петель, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 изнаночные и резинку на ряд ниже провязываю лицевую. Изнаночную провязываю изнаночную, лицевую на ряд ниже провязываю, изнаночная. И вот таким образом формируется у нас полупатентная резинка, но по лицевой стороне будет идти у нас ее изнаночная пушистая сторона. Вот она начинает уже формироваться. Здесь пышные петли, здесь же петли ровные и стянутые. Пятый ряд. Кромочную переснимаю. Далее я вяжу сам раппорт узора. 2 лицевые петли, 5 петель резинки 1 на 1, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и изнаночная. Далее идет 11 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 петля. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю кромочной петлей. Далее четные ряды я буду пропускать, потому что полностью в четных рядах по изнаночной стороне, кроме резинки, все петли провязываются по рисунку, как я показывала в предыдущих четных рядах, а петли резинки провязываются также одинаково. Изнаночная провязывается изнаночной петлей, а лицевая подхватывается на ряд ниже. Седьмой ряд. Кромочную переснимаю и начинаю вязать сам раппорт узора. 2 лицевые петли, 5 петель резинки 1 на 1 провязываю обычными петлями и лицевые, и изнаночные. Далее 2 лицевые петли и 9 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Я закончила вязать раппорт узора, ряд заканчиваю кромочной петлей. Девятый ряд. Кромочную я переснимаю и начинаю вязать сам раппорт узора. 2 лицевые петли, 5 петель резинки. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и изнаночная. 4 лицевые петли, 3, 4 и 5 петель резинки 1 на 1. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и 5 изнаночная петля. Далее 2 лицевые петли. Ряд заканчиваю кромочной. Вот так формируется наш узор. 11 ряд. Кромочную я переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. 9 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 и 9. 2 лицевые петли, 5 петель резинкой 1 на 1, начиная с изнаночной. Изнаночная, лицевая и изнаночная петля. Далее 2 лицевые и ряд заканчиваю кромочной. 13 ряд. Кромочную переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. Он начинается с 11 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Далее 5 петель резинкой 1 на 1 я провязываю по лицевой стороне. 3, 4 и 5 заканчиваю изнаночной. Далее 2 лицевые. На этом я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю кромочной петлей. 15-й последний лицевой ряд этого узора. Кромочную я переснимаю. Далее идет 9 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. 2 лицевые и 5 петель полупатентной резинки, которая провязывается в лицевом ряду обычной резинкой 1 на 1. Заканчивается раппорт 2 лицевыми петлями. Ряд же заканчиваю кромочной петлей. И вот так он выглядит в светлом цвете, этот узор. Думаю, что такой универсальный узор найдет достойное место в вашей библиотеке. И когда-нибудь, если не сейчас, вы к нему обязательно вернетесь. Всем легких петелек и до встречи на канале!